Если вам хоть раз говорили фразу «Да ты ж там просто реснички клеишь, да чё ж там серьезного-то», то этот подкаст вам точно зайдет. Послушайте. Знаете, что меня по-настоящему задевает в нашей профессии? Нет, это не конкуренция, не сложные клиенты, не капризный клей, который вообще своей жизнью иногда живет, и даже не отмены в последний момент. Одна короткая фраза. Да? Ты просто реснички клеишь. Да ты просто реснички клеишь. Вот так. И сразу хочу сказать и обозначить одну очень важную вещь, чтобы вот не было лишних никаких трактовок, у меня нет никаких проблем с самооценкой. Я не пытаюсь казаться важной какой-то птицей в глазах других людей и не нуждаюсь, чтобы меня срочно там поставили на какой-то пьедестал и признали кем-то значимым. Меня бесит не отсутствие аплодисментов ко мне лично или к нашей профессии, а само сравнение с более, так сказать, серьезными профессиями. Вот будто есть мир настоящих таких работ, да, а есть что-то, такое игрушечное, для девочек, да. Хотя, если говорить фактами, то наша специальность, она официально внесена в реестр профессий. То есть это признанная сфера с требованиями, стандартами, ответственностью. Но в бытовом сознании мы с вами все, кто клеит реснички, мы просто девочки с пинцетами. Я много раз ловила себя на очень странном ощущении в, допустим, новых компаниях, когда люди по очереди начинают там знакомиться, называют свой род занятия, и там звучит: а я юрист, а я инженер, а я врач, там, я не знаю, кто угодно. А я сижу и задумываюсь, а вот как мне сказать о себе? И, естественно, я произношу там типа «я лэшмейкер», что-то там из себя выдавливаю, вроде там «я занимаюсь наращиванием ресниц». А в ответ чаще получаю что? Дежурная, знаете, фраза: «А, понятно, все, точка». Будто дальше со мной вообще говорить не о чем. Но, кстати говоря, особенно остро это чувствуется в мужских коллективах. Я ни на что не намекаю, но там наша профессия часто воспринимается вообще как что-то между хобби и сферой услуг несерьезного уровня. Не как ремесло какое-то, не как дело, которое требует знаний, умений и так далее, а как какое-то милое такое женское развлечение. И бывает даже так, что проходят месяцы, иногда годы общения с какими-то конкретными людьми, и только потом этот человек в деталях, узнает вообще, что стоит за этой профессией, чем я вообще занимаюсь. Про обучение, чемпионаты, годы практики, о том, сколько знаний, дисциплины за этим стоит. И тогда звучит очень искреннее удивление. Ничего себе, так это у вас там все правда так серьезно? Да, серьезно. Просто это же не написано у меня крупным шрифтом на лбу. И за этой ведь внешней легкостью скрывается немного другая реальность. Это часы просто концентрации, сотни часов, сидя в напряженной позе, точность движений, контроль просто десятков нюансов. Мы же с вами знаем ответственность за безопасность, за комфорт, за результат в конце-то концов, который человек будет носить неделями. И любая ошибка – это не «Ой, что-то у меня сегодня некрасиво получилось», а это дискомфорт, какие-то неизвестные реакции, иногда даже проблемы со здоровьем, упаси Господь. Но этого же всего со стороны не видно. И отсюда рождается такое снисходительное отношение. Ты же не хирург, да? И рождается иллюзия, что здесь вообще не нужно быть специалистом никаким. И в такие моменты многие из мастеров пытаются защититься деньгами. Но меня, если честно, коробит, когда мастера так гордо говорят: зато я на своих несчастных ресничках зарабатываю огромные деньги, да? И имеется в виду, как будто именно это должно стать главным аргументом нашей значимости.
будто мы сами сводим профессию вот только к чеку. А я уверена, что ценность работы не равна сумме там, заработка в конце месяца. Она все-таки в ответственности, в качестве своей работы, там, не знаю, в уважении к человеку в том числе. Деньги должны быть следствием профессионализма, да? Вот доходы, допустим, в образовании, в медицине, они же ведь не всегда огромные, но никто не сомневается в серьезности вот определенных профессий. И мне тоже такого же хочется отношения к бьюти, как к сфере, где важны знания, ответственность и профессионализм. И вот же здесь какой неприятный конфуз. Часть проблемы создаем мы сами. Представляете себе? Те образы, которые сложились вокруг мастеров по наращиванию ресниц, они же не с неба взялись. Мастера нередко в обществе или в работе с клиентами сами подают себя так, что их сложно воспринимать всерьез. Кто-то выбирает путь, такую роль, ну вот просто девочки, минимум профессионализма, максимум легкости, какой-то, не знаю, инфантильности, приходи поболтать, там, а-ля сделаем еще и реснички, да? Другие уходят вообще в противоположную крайность. Это крона на голове, высокомерие, пафоса больше, чем вот реальных достижений каких-то. Ну просто владычица какая-то вселенной, да, не иначе. Но ни то, ни другое не вызывает уважения. Первый вариант обесценивает профессию, а второй, ну, просто-напросто отталкивает людей. А как раз-таки середина – это спокойная позиция специалиста, для которой нужна опора, репутация, знания, реальный опыт. Почему-то эта позиция звучит тише всех. Мне, конечно же, не нужно, чтобы на слове лэшмастер, там, наращивание ресниц, все вставали по стойке смирно. Я не хочу казаться больше, там, важнее, чем я есть. Но уважение к делу я точно хочу. Хочу отношения без снисходительной улыбки, без ощущения, что мне надо что-то доказать, без намека. Ну, наверное, ты просто пока еще работу нормальную не нашла. Ну, что это вообще такое? И причем, что даже когда у тебя есть реальные достижения, ну, рассказывать вслух, да, о них, ну, неловко. Ты как будто пытаешься выбить это уважение к себе силой. Но и это же выглядит смешно, нелепо, да, кричать о своих дипломах, чемпионатах, опыта, когда тебя вообще об этом никто и не спрашивал, да. Ты будто оправдываешь собственную жизнь, вот так. И мне это кажется бахвальством в самом деле и звучит, на мой взгляд, ну, не очень красиво. Хотя, признаюсь, порой очень хочется достать просто весь этот свой невидимый багаж и сказать: вообще-то знаете что? За мной вот целая история и ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но потом понимаешь, конечно же, что это бахвальство звучит некрасиво, и доказывать кому-то свою значимость силы, ну, точно не имеет смысла вообще никакого. И мне кажется, что в нашей сфере вот нужна какая-то середина. Мне кажется, что нам важно не метаться между образами милой девочки или птицы-царицы с короной, да? Не изображать из себя больше, чем есть, но и соглашаться на роль какого-то несерьезного приложения к пинцетам и реклайнерам, ну, тоже 100% не нужно. И тогда, возможно, фраза «ты просто реснички клеишь» когда-нибудь перестанет звучать как норма. Хочется быть просто же достойным представителем своей профессии, учиться, практиковаться, давать качественную услугу клиентам и просто спокойно говорить без оправданий: я лэшмастер, я наращиваю ресницы, это моя работа, и я ее делаю профессионально, без оправданий, без пафоса, без желания кому-то что-то доказывать. Вам разве не хочется? Сталкивались? Ну, сталкивались же. Я знаю, что сталкивались, напишите. Мне хочется сказать не только о профессии, да, но и вот про каждого из нас, про меня, про тебя, про вас, про нас. Кем бы вот вы ни были,
Ведь не только о наращивании ресниц мы слышим такое, любые другие сферы, в частности бьюти, давайте так обобщим, сталкиваются с подобным отношением. Так вот, кем бы вы ни были и на какой ступени развития вы сейчас ни находились бы, прилагайте усилия всегда и развивайтесь. Это нужно в первую очередь для того, чтобы уважать самого себя. Вот когда внутри вас есть реальная, невыдуманная какая-то, не иллюзорная опора из знаний, опыта, там, честного отношения к делу и так далее, тогда, даже если весь вообще внешний мир не будет вас воспринимать всерьез, вы все равно останетесь личностью, которую есть за что уважать. И это, как мне кажется, и я даже уверена в этом, важнее любых других чужих оценок. Не правда ли? О, как загнула-то, а? Загнула! Мастера, целую ваши ручки.